Отец-одиночка по имени Эндрю Коллинз спал, уткнувшись лбом в иллюминатор, на месте 8А пассажирского самолета, выполнявшего ночной рейс через океан. Перелет был долгим, а последние месяцы еще тяжелее. После смерти жены вся его жизнь превратилась в бесконечную череду забот, бессонных ночей и тревог за маленького сына, которого он оставил с сестрой, отправляясь в эту командировку. Эндрю выглядел как обычный уставший пассажир: простая куртка, потертая сумка под сиденьем, небритое лицо. Никто из находившихся рядом людей не мог предположить, что за этой внешней неприметностью скрывается прошлое, о котором он давно старался не вспоминать. Самолет шел ровно, пока внезапно не возникла техническая неисправность, затронувшая систему управления. В кабине пилотов ситуация стремительно выходила из-под контроля. Автопилот начал выдавать противоречивые команды, а резервные системы реагировали с задержкой. Капитан, понимая серьезность происходящего, передал сообщение по внутренней связи с просьбой откликнуться всех, кто имел опыт управления боевой авиацией. Эндрю проснулся мгновенно, будто его выдернули из сна резким толчком. Этот голос, напряженный и сдержанный, был ему знаком. Когда-то он сам говорил таким тоном, в другом небе, в другой жизни. Несколько секунд он сидел неподвижно, борясь с собой. Он дал себе слово больше никогда не возвращаться к прошлому, связанному с военными вылетами, риском и потерями. Но сейчас в самолете находились сотни людей, и он знал, что способен помочь. Эндрю поднялся со своего места и направился к кабине, показывая удостоверение, которое всегда носил с собой, хотя давно не доставал. Когда-то он был пилотом истребителя, участвовал в сложных операциях и знал поведение самолета в критических режимах лучше, чем хотел бы помнить. Оказавшись рядом с экипажем, он быстро оценил ситуацию. Его опыт позволил понять причину сбоя и предложить решение, основанное не на стандартных инструкциях, а на практике экстремальных полетов. Он помог пилотам стабилизировать курс, перераспределить управление и безопасно вывести самолет из опасного режима. Посадка прошла жестко, но успешно. Когда лайнер остановился на полосе, салон наполнился облегченными вздохами и аплодисментами. Эндрю же тихо вернулся на свое место, снова став обычным пассажиром с усталыми глазами. Позже, уже в зале аэропорта, он посмотрел на фотографию сына в телефоне и впервые за долгое время почувствовал не только усталость, но и спокойствие. Он понял, что не убежал от своего прошлого, он просто научился жить с ним. И иногда судьба напоминает, кем ты был, не для того, чтобы вернуть назад, а чтобы дать шанс спасти других и самому поверить, что ты все еще нужен.